Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы будем вязать с вами гвоздику. Кого заинтересовал мастер-класс, присоединяемся к нашему уроку. Для цветка я буду использовать красную пряжу. Это 100% акрил в 100 граммах 300 метров. Акрил тап называется. Первый ряд вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Замыкаем вязание в круг, вяжем в первую петлю цепочки соединительный столбик. Делаем 3 петли подъема и провязываем в колечко 15 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый. Продолжаем вязать самостоятельно. Дальше вяжем в третью петлю подъема соединительный столбик. Второй ряд 3 воздушные петли. В эту же петлю основания провязываем столбик с одним накидом. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем прибавку столбиков с одним накидом. Продолжаем вязать самостоятельно. В конце ряда вяжем соединительный столбик в третью петлю подъема. Выполняем. Третий ряд вяжем 3 воздушные петли. Сюда же провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю вяжем прибавку из столбиков с одним накидом. До конца ряда вяжем прибавки из столбика с одним накидом. В конце ряда также присоединяемся в третью петлю подъема. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 3 воздушные петли. Сюда же провязываем столбик с одним накидом. Дальше в каждую петлю вяжем прибавку из столбика с одним накидом. Вяжем так до конца ряда. В конце присоединяемся в третью петлю подъема. Выполняем самостоятельно. Пятый ряд вяжем петлю подъема. Сюда же провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую петлю вяжем. Затем еще раз столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую петлю провязываем столбик без накида. Дальше столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую петельку столбик без накида. Продолжаем так вязать до конца ряда. В конце ряда вяжем соединительный столбик. Закрепляем нить, отрезаем кончик, прячем в вязании. Цветок убираем пока в сторону. Свяжем основание цветка. Набираем цепочку из 4 воздушных петель.
Первая, вторая, третья, четвертая. Замыкаем цепочку в круг. Провязываем в первую петлю соединительный столбик. Дальше вяжем 3 воздушные петли. И в полученное кольцо провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. В третью петлю подъема вяжем соединительный столбик. Второй ряд вяжем 3 воздушные петли. Сюда же провязываем в эту петлю основания столбик с одним накидом. Затем вяжем 5 прибавок из столбиков с одним накидом. Первая прибавка. Вторая. Продолжаем самостоятельно. Вяжем соединительный столбик в третью петлю подъема. С 3 по 7 ряд включительно вяжем по 12 столбиков без накида. Третий ряд свяжем вместе, остальные свяжите уже самостоятельно. Делаем петлю подъема. Сюда же провязываем столбик без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, соединительный столбик. Четвертый, пятый, шестой и седьмой ряд провязываем самостоятельно, аналогично третьему. Восьмой ряд. Делаем воздушную петлю, столбик без накида, 3 воздушные петли. В следующую петлю столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. Продолжаем вязать до конца ряда. Чередуем столбик без накида с 3 воздушными петлями. Довязали до конца ряда и вяжем соединительный столбик. Закрепляем нить, оставляем кончик для пришивания. Нам осталось связать листик и можно приступать к сборке цветка. Набираем цепочку из 24 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Продолжаем самостоятельно набор. Вязание начинаем со второй петли от крючка.
Провязываем соединительный столбик, затем столбик без накида, и дальше вяжем до конца ряда полустолбики самостоятельно провязываем. Второй ряд листика провязываем соединительными столбиками полностью. Обвязываем самостоятельно до конца ряда. Довязали до конца ряда, нить закрепить. Оставить небольшой кончик. Приступим к сборке цветка. Берем иголку с ниткой красной, которую мы вязали, и проходим иголочкой на уровне третьего ряда. Стягиваем нить, хорошенько стянули, завязываем на узелок. Теперь берем шпажку, вводим ее в серединку цветка. Дальше нам понадобится наше основание цветка. Находим его сердцевинку. Поднимаем вверх. Внизу можете добавить немного холофайбера, затем нужно основание пришить к цветку. Пришиваем уже самостоятельно. Дальше мы берем ленточку. Смазываем ее клеем. И начинаем обматывать стебель. Берем листочек. И также его приматываем к стеблю. Продолжаем вматывать наш стебель до конца. Выполняем самостоятельно. Вот такой цветочек у вас должен в итоге получиться. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо всем за внимание.